Заметив, что маленький ребенок заходит в ее гараж, мать из Техаса установила камеру, чтобы разобраться в этом вопросе. Когда на следующий день она посмотрела видео, то была поражена увиденным. Пожилая женщина по имени Елена Уилсон жила в тихом районе в Роллингвуде, штат Техас. Рон, ее муж, часто уезжал по делам, поэтому Елена оставалась одна в их большом доме с 3 спальнями. Несмотря на то, что Рон заверил Елену, что в гараже безопасно, Елена часто слышала шум по вечерам, но все равно чувствовала себя неуютно. Она попросила Рона купить щенка, чтобы развеять ее опасения. Он неохотно согласился, и они взяли к себе в дом Килпи, общительного золотистого ретривера. Килпи предложила составить ей компанию и лаяла на посторонних, несмотря на то, что не была сторожевой собакой. Однажды Елена читала в гостиной, когда услышала плач. Килпи лежал на полу и смотрел на нее, пока она медленно пробиралась к задней части гаража и из любопытства открывала дверь. Елена озадаченно спросила Килпи, не он ли был источником звуков. Руки. Она подумала, что это ей почудилось, но на самом деле увидела, что дверь гаража перед домом открыта, как будто ее сын оставил ее в таком состоянии после того, как уехал. Она вернулась к чтению и постаралась не обращать на это внимания. Однако первый намек на то, что происходит что-то странное, она получила уже на следующий день. Случилось так, что она сидела у окна гостиной, когда заметила маленького ребенка, спешащего в направлении ее гаража. Она крикнула «Эй!». Но мальчик не мог ее услышать из-за стекла. Она снова направилась к гаражу. Она прошла через двор, открыла заднюю дверь и нажала кнопку на двери гаража. Однако, когда дверь в конце концов открылась, там никого не было. Ее мысли были о том, где этот мальчик. Она рассказала своему сыну Дэвиду о том, что произошло, когда он, как всегда, пришел на ужин в тот вечер. Сначала он подумал, что его мать сходит с ума. Когда стало очевидно, насколько Елена уверена в себе, Дэвид предложил альтернативу своему предложению — обратиться к врачу и пройти определенные обследования. Он сказал своей матери, что есть одна вещь, которую ты можешь попробовать. Прежде чем рассказать о том, как просто и недорого установить камеры видеонаблюдения в наши дни, Елена не могла понять. Она спросила, нравятся ли ей камеры в местном банке. По мере того, как ее сын продолжал объяснять, она все больше убеждалась, что это была бы хорошая идея. Почему бы не подключить это к камере в гараже и, наконец, не раскрыть тайну, ведь у нее уже есть компьютер и интернет. На следующее утро, перед тем, как уехать вечером, Дэвид заказал камеру для своей матери. Человек, который устанавливал его, показал Елене, как он работает, когда все было настроено. Это было потрясающе. Вы можете просмотреть данные за последние 24 часа или просмотреть гараж в режиме реального времени. Однако она была не готова к тому, что предстояло запечатлеть камере. На следующий день она еще раз просмотрела фильм и вернулась к тому вечеру, когда в последний раз видела мальчика. Он ехал на маленьком красном велосипеде и остановился прямо перед ее двором. Затем он бросил велосипед на землю и побежал в направлении гаража. Казалось, он приближался прямо к камере. Елена была так взволнована, что схватилась за стул. Она спросила, что он со собой делает. Мальчик продолжал бежать быстрее, приближаясь к камере, и Килпи последовал за ним, подпрыгнув, чтобы поприветствовать его. Килпи, чрезвычайно спокойный и безмятежный, был обнят мальчиком, который наклонился, чтобы сделать это. Вместо того, чтобы, как обычно, залаять, он просто поцеловал мальчика в лицо и насладился его поглаживаниями. После этого мальчик побежал обратно к своему велосипеду и исчез. Теперь Елена знала об этом все. К тому времени, как она добралась до гаража, Килпи издал несколько звуков, пока мальчик держал его на руках, но он исчез, так как двигался очень быстро.
Но кто этот мальчик? Услышав ответ, она уже никогда не будет прежней. После того, как она показала отснятый материал своему ребенку и мужу, она поделилась им на Facebook. Ей нравилось использовать его для общения со своими соседями, а сын помогал ей в его создании. «Всем соседям, вы знаете, кто этот мальчик?» — написала она в своем письме. «Я бы хотела поговорить с ним». Через несколько часов она была потрясена, получив ответ. Соседом был мужчина по имени Алан. Он утверждал, что знает владельца этого красного велосипеда, молодого итальянца по имени Винсент Руссо, который жил неподалеку. Елена посетила дом семьи после того, как Алан передал ей личное сообщение с их информацией. Женщина лет 40 открыла дверь, когда она позвонила в колокольчик. Здороваясь с Еленой, Елена мельком увидела Винсента, который прятался за спиной своей матери. Елена ответила, сказав «Привет, Винсент». Но маленький ребенок придвинулся ближе к своей матери. Да, он немного застенчивый. «Входи», — позвала его мать. Елена рассказала матери Винсента о том, что она увидела на видеокамеру, когда они сидели у себя дома. Сидя в углу, Винсент, казалось, раскаивался в своих действиях. Однако Елена заверила его, что никаких проблем нет, и что он может остаться и поиграть с Килпи подольше, если захочет. Его мать улыбнулась, когда его глаза заблестели. Она пояснила, что Винсент очень горевал по их семейной собаке, которая умерла незадолго до этого. Винсент знал 10-летнего пса с тех пор, как тот был жив. Винсент плакал, когда его мать рассказывала об их собаке. Этот молодой человек, очевидно, очень скучал по собаке и считал ее верным другом. Елена подумала о том, что могло бы поднять настроение Винсента. «Вам не обязательно входить и выходить тайно, вы знаете. В любое время, когда захочешь, ты можешь прийти поиграть с ним на заднем дворе», — сказала она маленькому мальчику. Глаза Винсента засветились от удивления. До этого он был смущен, но теперь пришел в восторг. Винсент ответил «Большое вам спасибо», а затем крепко обнял Елену. Она заверила маму Винсента, что присмотрит за ним и сообщит ей, когда он приедет. В последующие годы Винсент приезжал в Килпи практически ежедневно. Винсент навещал Килпи и его родителей только раз в 2 недели, пока не собрался поступать в колледж. С возрастом его визиты становились все реже. Перед отъездом он попрощался, но каждый раз, когда они виделись снова, все было по-другому. Спустя годы Рон потерял работу, а Елена осталась без гроша в кармане. Чтобы свести концы с концами, им пришлось продать дом. Перед тем, как выставить резиденцию на аукцион, она была продана. В то время Килпи становился старше, и пара была не в состоянии оплатить необходимые ему лекарства. Винсент обычно находил Килпи в гараже, где тот ждал. Они верили, что Килпи больше никогда не увидит Винсента, и это их очень огорчало. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Винсент неожиданно не заглянул к нам. Килпи сразу узнал его, хотя на этот раз он ехал на мотоцикле, а не на велосипеде. Как и много лет назад, Винсент поспешил в гараж и крепко обнял ее. «Как ты нас нашла?» Пригласив его войти, Елена недоверчиво спросила. «Счастливый? У меня для вас сюрприз, мистер и миссис Уилсон», — добавил он. Винсент стал совсем другим человеком. У него было отличное здоровье, он носил бороду и был сильным. Винсент сказал, что, услышав от матери о Килпи, он принес ему кое-какие лекарства, чтобы помочь. Тронутый, Рон обнял Винсента и крепко прижал к себе. Прошло много времени с тех пор, как к ним относились с такой щедростью, но Винсенту было что сказать. Он сообщил им, что стал богатым инвестором, и что именно он купил их дом и хотел, чтобы они там остались. Когда Рон и Елена попытались отказаться, Винсент отказался принять их отказ. Он сказал,
что Килпи и они улучшили его жизнь, и что без них он не оказался бы сейчас в таком положении. Винсент продолжал ежедневно навещать Килпи до конца своей жизни, как и в юности. Как вы отнеслись к этой истории? Я благодарен вам за просмотр и надеюсь вскоре увидеть вас снова. Если вам понравилась эта история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, вас тоже растрогает. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео. Крепко целую и до встречи в следующем сюжете.